Добрый день, друзья! Вы меня очень часто просите рассказать о той или иной орхидее, которую я показывала на канале, о которой есть какая-то небольшая история, то ли мы ее пересадили, то ли мы ее разделили. Вот есть такие орхидеи, которые всех всегда интересуют. И самый большой интерес, конечно, вызывает орхидея Arcus Ray. С этой орхидеей всегда все сложно. И кто смотрит историю об этом Arcus Ray, знает, что он был совершенно без корней, вообще не было никаких корней, и вырастили мы его с нуля. Он очень медленно растет. Сейчас показался новый листик. До его цветения может пройти еще целый год, потому что он начал свою новую жизнь практически с нуля. Вот еще один корешок появился. Сейчас он пускает корни, растит листики, не такие огромные, как были при покупке. Но вы знаете, что если орхидея возрождается, то будет она делать это очень долго. Но растет. И это очень радует. И каждый раз буду вам говорить, а помните, покупала я Лас-Вегас. Было 2 растения в одном горшке. Одно более взрослое, другое более молодое. Потом я их взяла и разделила. Сколько же было комментариев, а зачем вы это сделали? Ну вот в тот момент мне так захотелось, и это не самое плохое, что я могла придумать. Теперь у меня 2 Лас-Вегаса. Не хочу снимать орхидеи с полок, потому что они так сейчас обильно цветут. И добраться, например, до Лас-Вегаса крайне сложно. Давайте вот будем подходить и смотреть. Вот один из Лас-Вегасов. Вот он в глубине. С цветоносом. Переходим на другую полку. Вот второй Лас-Вегас. Это само растение. А это, сейчас достану, это его цветонос. Он сегодня только-только начал распускать цветок. Еще нет той яркости. Знаете, что самое удивительное в этом Лас-Вегасе? Конечно, он не бабочка. Конечно. Но вот на этих лепестках есть 2 крохотных защипчика. Может, Лас-Вегас хочет стать бабочкой? Одна из парфюмерных фабрик. Вот такой домашний цветонос. И мне хочется вам показать 3 идентичных растения и одно вот такое. Это орхидея Тиара. Я ее так глубоко поставила, что забыла, что вот этот цветонос так распустится. Сама была удивлена, и самой очень понравилось его домашнее цветение. Да, бутончика и цветочка всего будет 4. Еще есть 1 бутон. С ней не было никаких хлопот. Просто красиво расцвел. Просто красиво расцвел. Интересная тенденция у бабочки Pink Dream. Посмотрите, как она интересно цветет. Засушила бутончик. Абсолютно не знаю почему. Потом на цветоносе есть большой пропуск. И опять пошел доращивать бутончики. Вот видите, какие они капризные. И определить, почему у нее засох 1 бутон, вот на данный момент я не берусь.
нужно наблюдать, смотреть, делать какие-то выводы из этих наблюдений, а потом только говорить, вот бутон отсушился вот по этой или этой причине. Хочу показать вам орхидею Magic Art. Сначала он нарастил 4 бутончика, сейчас доращивает еще 2. Но рядом показать вам орхидею Бернадетту. Как бы их так вместе поставить, чтобы было видно. Они чем-то похожи, но когда их ставишь рядом, они очень разные. Бернадетта почему-то мне нравится больше. И обратите внимание, что у Бернадетты один такой цветок, другой чем-то похож на пурпурный дождь, один лепесток, по крайней мере. Вот это был немножко проблемный цветок после покупки. Я его, когда принесла домой, увидела на шее черное пятно. Обработала неразбавленным Максимом. Чуть-чуть зачистила гниль. И, о счастье, в этом году он уже цветет. И прекрасно наращивает здоровые растущие корни. И еще одна орхидея. Это Тоши. Это тоже первое домашнее цветение. Мне нравится ее сиреневый насыщенный цвет с такими же сиреневыми, очень яркими краями. Покажу вам еще Рим. Наверное, на данный момент это самый нежный цветок, самая нежная орхидея, распустившаяся на данный момент. Цветение продолжается, и еще будет распускаться много интересных орхидей. Я вам обязательно буду показывать самые дорогие моему сердцу цветы. До новых встреч, друзья! Увидимся на канале!